Итак, дамы и господа, сегодня моя речь снова пойдет про черно-белую фотографию, и мы затронем с вами съемку, которая отправляет нас во времена гламура и олдскульной эпохи. Каждая съемка начинается с определенной мысли, задумки, либо какого-то вдохновения. В этот раз мне хотелось создать каноничные фотографии, которые будут актуальны вне времени и именно в черно-белом варианте. То есть это высококонтрастная черно-белая фотография, которая должна отправлять нас в какую-то старую эпоху, но при этом она должна быть актуальна в современности и в дальнейшем времени. Под такой винтажный образ и, в принципе, настроение важно подобрать модель, которая справится с данной задачей, будет вписываться в это состояние, настроение. На эту роль прекрасно подошла моя модель, с которой мы создали этот прекрасный образ. Я заранее подготовился и продумал, какие детали я хочу добавить в эту съемку, на чем я хочу акцентироваться и, в принципе, как это должно выглядеть в моей голове. Мне хотелось сделать такой сдержанный, строгий образ, который будет отправлять нас в эпоху Голливуда. Итак, давайте начнем немного по порядку. Первым делом я хотел сделать акцент на волосы, потому что это очень важная деталь в данной съемке, так как я хотел сделать очень крупные портреты, которые будут олицетворять вот это вот голливудское настроение, сияние, и при этом это все должно высококонтрастно, и чтобы не было каких-то отвлекающих деталей. Поэтому я сделал модели зализанную прическу, которая собиралась в хвост назад, и каждая волосинка была убрана так, что она не могла выйти за пределы лица и как-то попасть в кадр. Все было максимально аккуратно, убрано и сдержано. В принципе, как и сам наш образ. По поводу макияжа. Я хотел сделать базовый макияж, который не привлекал бы к себе внимания, а сделать именно акцент на самом лице, без добавления каких-то узоров, необычных деталей или всего этого. Мое вдохновение была классика, поэтому самый базовый макияж и какие-то минимальные стрелки сюда очень хорошо вписались. Дальше моей задачей было поместить модель и передать ей то состояние дивы, Голливуда и вот этой вот элегантной надменности, спокойствия в движениях и в таких более статичных позах, которые давали вот это вот строение именно тела и выражение лица. Я заранее подготовил несколько шляпок, которые думал на момент съемки выбрать идеальную, которая больше подойдет нам под образ, под саму модель, освещение и, в принципе, настроение. Самым идеальным вариантом получилась шляпка, которая была в такую крапинку, и она, можно сказать, самая каноничная, самая популярная, которая точно была в те времена. Остальные две шляпки у меня были в черном и красном цвете, но они были уже немножечко с каким-то другим настроением и не так сильно подходили под вот этот вот именно голливудский старый винтажный образ. Я использовал два источника света. Один источник света, который находился справа, это большой софтбокс, который давал мягкий свет. Почему именно мягкий свет? Почему я не выбрал жесткий свет, который я так люблю использовать? У нас есть головной убор, в котором присутствует сетка, которая прилегает очень близко к лицу, но все равно она находится на неком расстоянии. Если бы я использовал жесткий свет, она бы давала больше теней, и изображение смотрелось бы немного грязно. Поэтому я решил использовать мягкий свет, который будет приглушенно убирать вот эти вот те самые тени от той сеточки. В самый низ фона я поставил один источник света, который отделял модель от фона. Фон я использовал темно-серый, самый универсальный. И за счет этого отделения модель смотрелась немного дальше. Есть такое воздушное пространство и отделение светом. Вниз напротив модели я поставил
отражатель, который подсвечивал те самые тени, которые создавал софтбокс на лице модели и на тенях от самой сетки. Я хотел отделить именно по микроконтрастам оттенки черного и серого, если это можно так назвать. Мягкий свет, который был очень приближен к лицу модели, грубо говоря, практически вплотную, он создавал мягкий свет и при этом не создавал каких-то микротеней от самой сетки, которые могли бы быть при жестком свете. Очень важный момент — это разделение самого изображения по микроконтрастам. То есть, когда вы переводите в черно-белую фотографию, в процессе съемки нужно уже понимать, как это будет выглядеть, где, допустим, все провалится в тень, как вытащить все это из теней, всю вот эту вот детализацию, чтобы изображение смотрелось, допустим, контрастным, темным, но при этом были видны все абсолютно детали. Итак, наша модель готова, свет выстроен, настроение передано, модель полностью поняла задачу, которая от нее требуется, и то самое настроение, которое царило на площадке, в принципе, оно достигнуто различными инструментами, которые привели к тем самым фотографиям. Вот такая небольшая серия портретов, которая вдохновлена именно таким сиянием, Голливудом, каноничной фотографии, которая будет оставаться долгое время актуальным. Что мне очень нравится, именно какой-то классицизм, классика фотографии, которая, как говорится, классика вечная, именно сдержанность, но при этом элегантность и женственность. Поэтому спасибо за просмотр, и мы встретимся с вами в новых роликах. До скорой встречи!